Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я с такой новой новогодней волшебной бутылочкой. По-моему, получилось очень замечательно, красиво. Здесь у меня декупаж, техника Terra и самозатвердевающая масса. И еще использовала я картон. Бутылку лучше взять вот какой-то такой прямоугольной формы. Потому что у меня, видите, одна картинка двери со снеговиком, другая картинка окно. Бутылку обязательно обезжириваем полностью и грунтуем белой акриловой краской вот с двух сторон, где у нас будет картинка приклеиваться. Распечатка у меня на лазерном принтере, на обычной офисной бумаге А4. Картинки нашла в интернете. Приклеиваем на клей ПВА. Смазываем картинку, потом бутылку, и через файл я вот так приклеиваю и прижимным валиком для обоев раскатываю, чтобы выгнать весь воздух. Сверху наносим опять же ПВА, и я пальчиком еще проверяю, все ли хорошо приклеилось, особенно краешки. Приклеила с двух сторон. Обязательно ждем, когда высохнет, и затем защищаем наши картинки акриловым лаком, чтобы потом легко любой ляп можно было удалить. Оставшуюся бутылку оклеиваем салфетками, также на клей ПВА. Салфетки обычные, дешевые, однослойные. Заклеиваю полностью и донышко тоже. Даем высохнуть. И затем приступаем к технике Terra. У меня шпатлевка на основе ПВА в обычном таком строительном ведерке, кило 300 там, по-моему. Она густая, хорошая. Накладываем шпателем шпатлевку, и у меня вот веточки туи. Накладываем на шпатлевку, слегка вдавливаем. Здесь уже как вам позволит ваша фантазия, так и можете все располагать. Вот полностью с одного бока у меня пошла вот эта туя. Захожу немножко на рисунок, чтобы смотрелось все гармонично, как бы объединяю рисунок и вот технику Terra с веточками туи. Туя у меня подсушенная, сухая. Шпатлевку накладываем где-то 0,3 миллиметра слой. И вот где она будет стыковаться с рисунком, да, там я немножко кисточкой толщину убираю, чтобы не было резкого перепада. Влажной кисточкой просто. Вот видите, кисточкой убираю краешки.
Шпатлевка у меня стуи высохла. Сушу я в обычных условиях, то есть при комнатной температуре. Так шпатлевка сохнет лучше, не дает трещин. И теперь я взяла обычную картонную коробку и вот нарываю такими мелкими кусочками. Но можно мелкими, можно крупными, неровными кусочками. И с другого бока у меня уже пойдет и по верху бутылки как бы такая, не кирпич, а как бы, как даже сказать, не знаю, ну как бы такая кладка, каменная что ли, каменная кладка. Наклеиваем на клей ПВА, клея не жалеем, то есть картон должен хорошо пропитаться клеем. Особо не подбирала, клеем с расстоянием. По верху бутылки тоже наклеила картон. Вот, а там, где скос к горлышку, там будет крыша. Ну, естественно, горлышко это будет как бы труба у домика. Нужно, чтобы картон хорошо просох полностью. Я обычно все оставляю на ночь. Теперь я взяла вот такая серединка есть у картонных коробок, гофрированная. То есть, когда разрываешь две стороны картона у картонной коробки, там внутри вот такой вот, такая вот серединка. Я ее в размер вырезала и наклеиваю на крышу с 4 сторон. Также на клей ПВА. Она немножко такая жестковатая, но когда клеем пропитывается, она становится мягкая и хорошо уже так формируется, ложится по форме бутылки. И вот на ребрышке я такие сделала штучки, чтобы смотрелось как натуральная такая, что ли, крыша. Как они называются, я вот не помню у крыш. И тоже даем высохнуть хорошо. Здесь вот над дверью я тоже приклеила. Вот каменная кладка у нас высохла, теперь надо ее зашпаклевать. Ту же шпатлевку беру на основе ПВА и наношу ее. Показываю на одной стороне, потому что видео и так получилось длинное. И так бы не знаю, на сколько часов растянулось. Шпателем накладываю, потом пальчиком как бы все приглаживаю, чтобы она во все вот эти вот впадинки легла. Как бы принцип работы ясен получился у меня все равно видео. Пальчиком я проверяю, чтобы везде она зашла во все углубления. Излишки я снимаю потом. Влажной тряпочкой, губкой и полностью снимаем излишки шпатлевки, чтобы проступила каменная кладка, как бы более выраженная была.
И обязательно сушим. Вот низ я тоже сделала шпатлевкой. Просто шпателем нанесла шпатлевку неровно так по низу. И также на трубу наносим. И опять оставила на ночь. Потому что я делаю свои работы вечером после работы. Теперь вот здесь вот у меня на картинке там такой цветок как бы в катке растет. Или пальма там какая-то. В общем, роль этой пальмы у меня будет выполнять папоротник. Это сердцевина папоротника высушенная. Также накладываю на шпатлевку. Из самозатвердевающей массы делаю вот эту вот катку. Приклеиваю на клей ПВА. Нужно краешки шпателечком обязательно как бы пригладить к бутылке, чтобы хорошо крепко все схватилось. Ну и конечно, сгладятся краешки. Теперь вот у меня там на картинке был такой висячий как бы фонарь. Я решила сделать его стоячим. Как раз как бы вот эта вот граница между кладкой, да, и снеговиком убирается с помощью этого фонаря. Также из Господи, самозатвердевающей массы.
Можно вместо массы, да, у кого нету, использовать жгутики из салфетки. Тоже получится неплохо. Можно сделать и фонарь, и дальше я буду делать дерево, можно сделать и дерево. У меня есть работы, где я скручиваю жгутики из салфетки. Также, в принципе, можно и воспользоваться массой папье-маше. Вот теперь я приступаю делать дерево. Сначала я лепила веточки. Дерево вообще рябина. Сначала веточки, потом ствол. Вообще вот все объемные детали придают такую как бы изюминку работам. Смотрится намного интереснее. Я уже говорила, что я люблю вот это вот все совмещать, разные техники. Но это на мой взгляд. Ну и судя по вашим комментариям, что тоже нравится, за что я очень рада. Вот я сделала веточки и теперь ствол. Так получается бутылка наиболее такая фактурная, и хочется ее рассматривать. Ну, вот так вот имитирую кору дерева. А теперь вот у меня засушенная рябина, я ее укладываю на шпатлевку по краям веточек. Также излишки шпатлевки убираю кисточкой влажной, сглаживаю. Там вот на картинке с этого угла сейчас, вот я где кладу рябину, там как раз ветки рябины были. Вот я вот всегда выбираю картинку, да, и у меня сразу раз, и пошли мысли скакать, как можно сделать. И видите, я тут полностью отталкиваюсь от картинок.
А теперь вот я посыпаю солью местами. На клей ПВА наношу и присыпаю солью. Она тоже смотрится как снег, и если ее закрасить, она такую фактуру придает интересную. Вот на снеговика, на дорожку там около двери, в катку. И на тую тоже сделала местами. И соль можно не закрашивать. Когда будете окрашивать бутылку, можно соль не окрашивать. Потому что она белая, ее сверху потом губочкой белой краской, и она будет смотреться белее, и вот прям в точности как снег. Соль обязательно просушиваем хорошо, а потом излишки я просто убрала кисточкой, смахнула. Окрашиваю тую в зеленый цвет. Ну, более яркий сделала цвет, чтобы бутылочка была поярче. Потому что все равно все это еще белой красочкой покроется. И она уже не будет смотреться так ярко, вот как сейчас. Краски акриловые. Но у меня в основном, конечно, акриловая белая краска, и я добавляю разный колер. Крашу крышу коричневой краской. Шпатлевку можно тоже там, вот я в этот раз не окрашивала рябину, оставила ее натуральной. И шпатлевку там можно сильно тоже как бы не закрашивать, потому что все равно бутылка будет в снегу, выделяться ничего не будет, шпатлевка белая. Вот крыша коричневая, а накладку я все-таки добавляю еще красной краски, чтобы цвет так немножко отличался. Ну и двери красные там на картинке. Вот если куда-то попали краской влажной, опять же, кисточкой все это легко убирается с картинок. Потому что мы же покрыли акриловым лаком. Вот я ее окрасила. А низочек, в низочек я вот добавляю в коричневую краску черной, как бы к низу бутылку делаю более темной. Опять же, сильно я ее не растушевываю, чтобы цвет смешался, а чтобы он такой был неровный цвет. Фонарь тоже немножко потемнее сделала. Не забываем тоже про донышко.
Ну и трубу я крашу полностью чисто черной краской. И пробка у меня обычная, ничего я с ней не делала, только немножко пошкурила, обезжирила и тоже покрасила черной краской. Ждем полного высыхания, чтобы краска вся высохла. А теперь губкой и белой акриловой краской делаем снег. Лучше лишнюю краску убрать об бумагу, чтобы не было резких пятен. Можно потом, когда первый слой высохнет, второй раз пройтись, слегка опять же, по выделяющимся местам. И так я делаю полностью бутылку белой краской. Как бы припудриваем. Сразу видите, как фактура выделяется красиво. Где губка не достает, да, например, можно взять губочку поменьше или кисточку, также полусухой кисточкой. Бутылку я покрыла аэрозольным акриловым лаком. Трубу тоже белым акрилом делаем. И еще небольшой штрих добавила, куда-то делись у меня эти кадры. То есть вот видите, на двери там как бы свет, да, от фонаря. Фонарь я закрасила внутри золотой краской. Чуть-чуть добавила на шляпу снеговика, как бы чуть-чуть вниз, как льющийся такой золотой свет. И на дверь вот, где там желтенькая, видите, как свет горящий. Чуть-чуть буквально подзолотила. И на обратной стороне, где елка, там были звездочки. Там тоже подзолотила. Спасибо вам большое за просмотр, за подписки, за ваши хорошие комментарии. Будем стараться дальше. Пробуйте, у вас все получится. До свидания.